Жена любит слушать музыку, в основном слушает на смартфоне на своем. И решил я для нее в подарок, может даже к 8 марта, вот вовремя пришла колонка, заказать колонку. Bluetooth колонка небольшого размера, но качественная. По отзывам почитал я, посмотрел видеообзоры, люди отзываются хорошо, цена адекватная и колонка также адекватная. Упаковка фирменная, туго открывается. Сама колонка, и здесь вот сразу коробочка идет с кабелями. В комплекте кабели AUX и Type-C для зарядки, рекламки различные, буклетики, все здесь присутствует. AUX кабель, понятно, для подключения к колонке устройств, у которых нету Bluetooth. Где-то по полметра кабель каждый AUX и для зарядки USB-A, Type-C, USB-C на другой стороне. Зарядного устройства в комплекте нету, но можете использовать свой обычный блок питания, которым заряжаете смартфон. И сама колонка. Такая она маленькая, но прилично весит. Приличный такой вес у нее, заявлено 960 грамм. И сразу видно, можно видеть ее недостаток. Корпус там металлический, все отлично, но даже от чистых рук остаются отпечатки пальцев. То есть корпус такой вот идет маркий. И кнопки. Кнопки прорезиненные, но также на них остаются отпечатки и будет собираться пыль. Это, наверное, основной недостаток, который мы можем увидеть сразу. Далее в комплекте инструкция, силикагель. Упаковка классная, качественная, на подарок, если заказывать, то вообще идеальный вариант. И, кстати, в инструкции есть русский язык, в котором краткая инструкция прописана, таблица с характеристиками, модель данной колонки, производитель Transmart, модель Studio называется, Bluetooth 5.0, емкость батареи 3,7 вольт, 2,5 ампер-час, то есть установлен литиевый аккумулятор встроенный, который заряжается от блоком питания. Мощность колонки заявлена 30 Вт. Я думаю, в реальности ватт 15-20, не больше. Источник питания для зарядки 5 вольт 2 ампера постоянного тока через порт Type-C. Понятно, диапазон частот 20 Гц-20 тысяч Гц. Время проигрывания до 15 часов при 50% громкости заявлено. В реальности уже, я думаю, никто не будет именно проверять эти 15 часов на 50% громкости. Хотя все возможно. Может, кто проверял, сразу отпишитесь в комментариях. Комментарии полезные жду и читаю. Режим простоя около 24 месяцев. То есть при полностью заряженном аккумуляторе колонка в коробке может лежать. И аккумулятора заявлено на год хватает. Желательно, конечно, его подзаряжать через время. Время зарядки 3-3,5 часа до полной зарядки аккумулятора. Размеры понятно, и масса 961 грамм. Автоматическое выключение происходит через час, если вы включили и колонка не сопрягается ни с кем-либо, ни с чем-либо, не работает. Сброс до автоматических настроек, до заводских настроек. Удерживаем клавишу воспроизведения паузы. Сбрасывается, вдруг что-то накрутили с колонкой или какие-то глюки случаются, есть возможность сбросить к заводским установкам. И уход. Не используйте какие-либо моющие, чистящие средства. Понятно, что колонка не герметична, не защищена от попадания воды и влаги. Колонка имеет 3 динамика. Видно это 2 по бокам и 1 прямоугольный посередине динамик. Все под металлической сеткой защитной. Снизу большая одна нога прорезиненная, мощная. И также здесь информация по колонке, где выпускается. Все здесь написано. На задней части также металлическая решетка. Мощная, кстати, она пальцем не прогибается. Вентиляция полностью присутствует. Видно, что колонка при работе своей будет продуваться. И тем самым охлаждаться. И порты имеются вот в этом месте. Порт Type-C для зарядки, AUX и разъем для карты памяти. В общем-то, все просто. Корпус полностью металлический, мощный.
Колонку, в общем-то, даже удобно держать в руках. Просто если вы идете с ней или на природе где-то, или по городу идете, слушаете музыку, многие сейчас молодежь этим занимаются, то колонка удобная для переноски и не такая тяжелая. Ну и по клавишам. Клавиша включения, клавиша минус, плюс добавление громкости. Также удержанием переключаем треки. Трек назад, трек вперед. Пауза воспроизведения, Bluetooth подключение и также переключение режима на AUX и на карту памяти одним нажатием. Включение функции закольцевания треков воспроизведения и кнопка Super Sound. Есть такой режим в этой колонке, ну как бы расширение, наверное, какое-то по звуку. Дальше посмотрим, как это все работает. Также колонка может сопрягаться с точно такой колонкой и работать в паре. Например, подключили вы к телевизору эту колонку, еще одну колонку, и у вас такой себе мини-домашний кинотеатр. Звук будет бомбезный, это понятно. И также колонка поддерживает голосовые помощники. Это Google Home, Siri и еще какие-то моменты по голосовому управлению также имеются. Включение нажатием и удержанием клавиши включения. И здесь же имеем сразу индикацию по заряду аккумулятора в виде свечения светодиодов белых возле кнопки включения-выключения колонки. Посмотрим, насколько сейчас заряжен аккумулятор. Можно будет посмотреть в приложении на смартфоне. Здесь мигает, в случае, если не сопряженная колонка с устройством, со смартфоном, то будет частое мигание синего светодиода. Когда сопряжение произошло, в таком вот режиме будет мигающий синий светодиод. Если переключить одной клавишей на карту памяти, которую сейчас мы установим, то будет другая индикация светить здесь зеленым. Кстати, сопрягается моментально, никаких кодов вводить ничего не нужно. Подключили, как обычно, в настройки Bluetooth, зашли и колонку автоматом смартфон находит. TronSmart так и называется. Установите приложение на смартфон, вот TronSmart. Приложение именно фирменное их. И можно колонкой управлять и отслеживать с данного приложения. Спикер и TronSmart Studio. Последнее соединение, кстати, есть. Я уже колонку добавлял, проверял. И вот так происходит добавление. Все очень быстро. Кстати, расстояние заявленной работы по Bluetooth, ну, стандартное расстояние около 10-15 метров прямой видимости. В прямой видимости смартфон будет видеть колонку по Bluetooth. Тут мы можем видеть заряд аккумулятора колонки. И вы видите, в каком состоянии. Меньше половины сейчас заряженность аккумулятора. Ну и, соответственно, когда он зарядится больше, индикация, наверное, около 4 или 6 светодиодов возле кнопки. Эквалайзеры здесь есть. Именно можем включать Sound Plus функцию, которую можем включить из кнопки. Включив функцию Sound Plus, она у нас уже здесь вот активно подсвечивается. Выключив, например, по умолчанию, если перейдем, вот видите, управлять можно корректно именно с приложения. Настройки. И здесь можем даже включать с приложения, выбирать режимы воспроизведения. Или же AUX, или же карта памяти. И можем выключить колонку здесь же. Но в последующем включить мы ее не сможем со смартфона, потому что колонка полностью обесточена. И смартфон по Bluetooth ее не видит. Следующее подключение опять нужно подключать вручную. То есть возможность выключить со смартфона у вас колонку будет. Например, колонка стоит у вас перед сном, вы слушаете музыку, но она у вас стоит удаленно. Смартфон с вами рядом. Колонку вы можете выключить со смартфона. Просто давайте воспроизведем один из последних роликов моих. Камера видеонаблюдения с AliExpress. В этот раз магазин J. Craftsman. Очередная камера на... Очень объемный, классный звук. Качественный вариант камеры. Идеально, как по мне, подобраны частоты. Средние частоты, низкие басы. Колонка очень басовитая. Вот даже отдает она в стол на небольшой громкости, но басы чувствуются. К покупателю. И, как правило, у них всегда качественные продукты. Отлично, как по мне,
очень-таки неплохо. Устанавливаю карту памяти. Удобно, кстати, устанавливать. Сразу определяет колонка карту памяти и запускает воспроизведение. И при этом, видите вы, индикация светит зеленым. Так, удерживаем трек минус, трек плюс. Все это работает. Реально классное звучание такого небольшого маленького устройства. Просто супер. Давайте попробуем, поменяем эквалайзер, Sound Plus. Ну, особой разницы я не заметил. Глубокий бас. Глубокий бас, скорее всего, просто высокие частоты снимаются. 3D, как бы, да, расширились. Скорее всего, средние частоты увеличены. Произошло такое расширение средних частот. Hi-Fi, добавляются высокие частоты, но наряду с ними остается бас и остаются средние, добавлены высокие. Кстати, звучание Hi-Fi очень-таки классное. Ну, кому нравятся высокие частоты, цыканье, то именно колонка сейчас так и работает. Еще раз глубокий бас какой-то, но тут чисто остался бас. Вокал, кстати, также неплохо отрабатывает. Ну, а рок как рок. Кто разбирается, тот может понять. Но, скорее всего, по умолчанию, наверное, самый идеальный вариант звучания данной колонки. Но на ваш вкус выбор, как говорится, есть. Перный 5-вольтовый зарядник обычный. Давайте посмотрим процесс зарядки колонки. Да, вот именно те светодиоды, которых не достает до полного заряда. Ну и происходит зарядка устройства. При этом воспроизведение. И все работает при зарядке. И что еще очень классно, как по мне, при максимальной громкости запирания динамиков нету ни в коем случае и никогда. Возможно, придется мне забрать свои слова назад, потому что колонка реально мощная. Может, я отстал от жизни, и 30 Вт можно поместить в это устройство. Вы пишите свои комментарии по этому поводу. Но реально звучание бомбезное. Кстати, есть возможность общаться по колонке, воспроизводить телефон, то есть делать звонки с нее, говорить, слышать собеседника, все моменты. Очень классный вариант. На сегодня все. Ссылку оставляю в описании к видео. Переходите, ну как по мне, размер и качество звучания просто на высоте. Ну и соответственно и ценовой диапазон. Очень классное устройство, портативное, просто супер. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Впереди очень много еще интересных видеообзоров. Всем удачи и до следующих видео.